Приветики, друзья, с вами Физкультурник. Смотрите, какая красота. Карбон. Вот, карбон, алюминий, алюминий, карбон. Так вот, это, друзья мои, шатуны с мощемером от компании Majin Teo. Их практически не найти на рынке, они вот только-только вышли, а мне они достались, потому что представитель компании Majin прямо в Китае передал моему другу Вите Монакову, который гоняется в профессиональной команде в Китае, мне на тест вот этого зверя. И я, собственно говоря, это сделал. Я весь август катался на этих шатунах с мощемером, проехал несколько сотен километров и чертовски рад тому, что мне удалось их попробовать. И сейчас расскажу, почему. Глобально, друзья мои, все мощемеры на рынке делятся на несколько типов мощемеров по УКЕ. Это считается эталоном, самым точным способом измерять мощность, потому что сразу снимает с двух ног, и вы можете понимать, какая нога педалирует сильнее, какая слабее, и в целом мощность будет максимально точная. Также бывают мощемеры, например, в шатуне. Самое известное это решение от компании Furaya или от компании Stages. И мощемеры в педалях. Ну, про педали от той же компании Majin я рассказывал недавно, можете посмотреть ролик. Но в целом считается, что мощемер в пауке это самый точный отраслевой стандарт решения на рынке. И на рынке такие мощемеры присутствуют уже давно. Из лидеров можно точно отметить, например, компанию Power2Max. Это немецкий бренд, который делает мощемеры в пауке за $1000, но на его мощемерах гоняются гонщики Тур де Франс или профессиональные трековые гонщики, для которых вот точность это самое важное. Немецкая точность, Power2Max самое важное. Ну и решение от компании SRAM, которые делают собственный мощемер, Quarq, тоже считается очень крутым, классным решением. Но, если честно, мне кажется, что Majin в этом году просто разрывает рынок. Во-первых, друзья мои, это очень важно, и вы сейчас офигеете просто. Да, не смотрите, это звезды отдельно. Я просто инструмент забыл открутить, ну и вот для наглядности показываю вам со звездами. Сам паук находится вот здесь вот, он алюминиевый у вот этого мощемера Majin. А вот это вот, друзья мои, карбоновый шатун. Вот эта вся конструкция без звезд весит 425 грамм и стоит $550. Кажется, дофига, не правда ли? Это правда, это премиальный продукт. Но для сравнения, Shimano Dura-Ace паук плюс шатуны весят на 200 грамм больше, и в них нет мощемера, друзья мои, а стоит дороже. То есть, представляете, если вы собираете велосипед и решили сделать апгрейд шатунов, вот эта штука стоит дешевле, весит меньше и имеет внутри крутой мощемер с точностью до плюс-минус 1%, чем Dura-Ace. Мне кажется, это просто геймченджер вообще. То есть можно и шатуны заменить. А если вы собираете велосипед, изначально просто не брать паук шимановский или какой-то другой, а взять паук вот этот и сэкономить огромное количество грамм. 200 грамм — это дофига для тех, кто собирает суперлегкий билд. Это с одной стороны. С другой стороны, например, если мы берем решение от компании Power2Max, они стоят под $1000. $950 стоит только паук, а тут как бы и паук, и шатун. И последнее, что очень важно, покупая вот это решение от компании Majin, ну или более бюджетную версию, можно выбрать длину шатуна от 160 мм, что в современной погоне за более короткими шатунами, которые позволяют менее гибким гонщикам, например, я супер деревянный, более аэродинамично сидеть на велосипеде, это офигительное решение. И если честно, в этом ценовом сегменте с таким весом у маджиновских Teo шатунов практически нет конкурентов. Если вы собираете супер облегченный билд, у вас нет других вариантов, если честно. Прям нет других вариантов. Все остальное будет намного дороже. Да, у вас есть вариант, например, взять сабреевские шатуны плюс Power2Max, например, мощемер. И это будет стоить $1200-1300. Почти в 2,5 раза дороже, чем вот этот сетап. Или вы можете взять, например, X-Skate, более дешевую версию, и тоже какие-то карбоновые шатуны. Ну и в этом случае X-Skate'овский паук с мощемером будет стоить $300, а шатуны, ну, тоже минимум $300. Опять $600. Да что ж такое-то, да? За эти деньги такой вес системы шатун плюс паук на рынке не предлагает никто. И это на самом деле потрясающе круто. Ну, а если вы, друзья мои, не гонитесь за весом, а просто хотите классный мощемер в шатунах, то у Majin есть более дешевая версия PS 515, которая весит на 200 грамм больше, но стоит $300. И также позволяет выбрать вам любые шатуны от 160 мм, которые вам нужны. Тоже офигительный вариант. Единственный нюанс, который нужно учитывать при выборе модели Teo, и это важный нюанс, сейчас объясню. Вот эта вот штучка посередине называется шпиндель. И вот здесь он шпиндель 29 мм. То есть стандартный, например, шимановский шпиндель 24 мм. Здесь более широкий шпиндель 29 мм. Значит, он жестче, лучше передает усилия, бла-бла-бла. Но не все каретки и не все велосипедные рамы подходят под такой шпиндель. Да, компания SRAM давно уже использует шпиндель 29 мм, но вот в случае как бы рынка вы просто должны учитывать, что если
у вас какая-то рама, убедитесь, что ваша рама готова для того, чтобы вместить 29-миллиметровый шпиндель, и каретка тоже к этому подходит. В общем, это нюанс, который обязательно нужно учитывать. У этого зверя заявленное время работы 300 часов. Это какое-то безумное, но то, что мне не нравится, смотрите, вот здесь у него своя собственная система зарядки. То есть нужно проводочек, нужно зарядочку. У меня лично постоянно теряется, поэтому для меня, например, вариант срамовский, когда есть батареечка, намного удобнее. Я бы, конечно, предпочел, чтобы здесь какая-то была пластиковая, точнее, как это называется, не пальчиковая, а кругленькая такая батареечка или какое-то еще решение. Но вот тогда не было, наверное, такой огромной автономной время работы. У более дешевой версии, которые и весят больше, и стоят дешевле, та же маджиновская, автономное время работы 200 часов. Тоже, извините меня, очень достойно. И если честно, у меня получается максимально простой и понятный обзор, потому что я не знаю, как ребятам из Majin это удается, но они делают это не реклама, потому что мне абсолютно пофиг, что про меня подумают. Мне никакого резона нет говорить про них хорошее, потому что я могу позволить себе купить любой продукт на рынке и не париться про то, что кто-то мне что-то там не предоставил. Да, как я уже говорил, я получил вот эти штуны бесплатно на тест, просто потому что их купить было невозможно, и мне предложили. С другой стороны, я бы, если честно, сам их купил еще раз. И мне кажется, это очень круто, потому что у компании Majin, как я говорил, получается какая-то удивительная особенность попадать в ниши на рынке без конкуренции. То есть за такие деньги такого уровня продукт купить очень сложно. И да, в отличие, например, от того же Power to Max, у Majin нет сотен часов пробега и куча отзывов и тестов, которые показывали, что вот они не сломаются, с ними ничего не произойдет на горизонте нескольких лет или там десятков тысяч километров. Но вот я смотрю качество сборки, я на них ездил, офигительная тема. Я же говорю, и, как я сказал, я уже их себе оставлю и поставлю на свой Evolve Chima, китайскую раму, которая мне очень нравится. Я хочу превратить в такой идеальный, самый супертехнологичный вел, который сделан из китайских компонентов, максимально из китайских компонентов. Все-таки Groupset, Dura точно лучше, чем все, что делают китайцы на текущий момент. Поэтому Dura пока остается. Я изначально думал поставить на Evolve X-Skate плюс Sabre, да, такое сочетание. Но сейчас понимаю, что вот это прям, это круче, это дешевле, это легче и во всех смыслах просто офигительный вариант. Но для интереса давайте просто посмотрим. Заходим на Panda Podium, смотрим, что предлагают, например, XKD, вот как он правильно, XKD, X-Power Meter, то есть там их мощемер с 24-миллиметровым спинделом стоит $439 с шатунами. Тоже нормальный вариант на самом деле. Но вот тут эта штука и легче, качество мне больше нравится и во всем отношении. Давайте подводить итог, на самом деле. Я не хотел делать этот ролик длинным, потому что тут особо ни о чем рассказывать. Для кого этот зверь? Все очень просто. Вот эта Teo премиальная версия нужна для тех, кто хочет облегчить свой велосипед, получить офигительное соотношение веса к производительности, потому что вы получаете и мощемер, и вес. То есть, как я уже говорил, вот этот паук плюс шатун весят на 250 на 240 грамм меньше, чем дюраисовские шатуны с пауком. Это офигеть как много, на самом деле, для тех, кто облегчает свой велосипед. Это офигеть как много. При этом стоит дешевле и имеет мощемер. Офигенное просто решение. Это первое. Второе, он подойдет тем, кто хочет изменить длину шатуна и при этом еще и мощемер получить тоже. Выбирай все что угодно. Премиальное решение за такие характеристики $550 на рынке нет аналогов. Если же вам нужен просто первый мощемер, то базовый PES 515, который весит 600 с лишним грамм, но позволяет выбрать длину шатуна, офигительное решение. Там 24 миллиметра стандартный абсолютно шпиндель, подходит под большинство велосипедов, кареток. Классное решение, весит столько же, но имеет мощемер, как Ultegra или Dura-Ace. Офигенное решение за $300. В общем, подходит абсолютно всем. Я не знаю, что еще добавить. У меня нет больше по этому поводу ничего. Сложно очень пытаться сравнивать продукт, который просто классный, качественный, крутой, но единственный недостаток – то, что у него пока недостаточное количество времени он провел на рынке для того, чтобы делать какие-то долгоиграющие выводы. В общем, что думаете, напишите обязательно в комментариях. Вы бы какой выбрали мощемер, вы бы себе что поставили, почему будете ли покупать вот этот, чтобы 200 грамм сэкономить. Ну, и мне кажется, если вы собираете велосипед с нуля, сами покупаете раму, сами собираете группу и так далее, тут просто нет конкурентов вообще, если вы собираете премиальный топовый велосипед. Вот такие мысли, друзья. Ладно, с вами был Физкультурник, и помните просто, что это все не имеет никакого значения. Эта вся фигня
Это просто, друзья мои, лего для взрослых, для офисных работников и других любителей велоспорта, которые занимаются тем, что развлекаются, это просто хобби. Чтобы получать удовольствие, кататься на велосипеде, прогрессировать, побеждать в гонках, не имеет значения вообще на чем, как вы ездите. Ездит человек, а не велосипед или тем более не шатун. Но если вы любите, как я, всякие инженерные веселые штучки, то вам это точно понравится. Ну и самое главное, это получать удовольствие, кататься на велике, жить активным образом жизни. Это намного важнее, чем любая техника, которую можно купить или нельзя купить. Все это ерунда. Просто, друзья мои, лего для взрослых. Просто поболтать про велофигню. Мне это нравится. Надеюсь, кому-то тоже, кому-то было полезно. Обязательно пишите, что думаете в комментариях и на что еще мне сделать обзор. Это был экспресс-обзор. С вами был физкультурник. В общем, давайте будем на связи. Да, и сори, реально надо было открутить эту штуку, но забыл. Пока-пока.